Друзья, всем привет! Сегодня мы заделаем одну очень интересную снасть для ловли карася, карпа и леща. Снасть простая. Конечно, такая снасть не самая лучшая. Почему? Потому что лучших снастей не бывает. Есть снасти, подходящие под определенные условия. Снасть необычная, не самая популярная среди рыбаков, но имеет место быть. Поэтому я сегодня покажу, как делать такую снасть. Для изготовления нам нужна будет такая кормушка типа груша, арбуз. Большой роли это не имеет. В моем случае я использую именно грушку, потому что она лучше сбалансирована, здесь больше груз, немножко лучше летит. А так, в общем, не принципиально. Вес кормушки подбираем под условия вашей рыбалки. Также нам понадобится такая вот резиновая бусинка в диаметре 5 мм. Обычный вертлюжок, гантелька, можно обычный вертлюжок, главное, чтобы он не ржавел. Такой вертлюжок нам нужен будет для того, чтобы не путался нижний поводочек. И также нам понадобится 3 поводка. Один поводок подлиннее, 2 покороче. Сейчас я покажу, как заделать такую снасть. Снасть приносит результаты отличные. За основу такой снасти можно использовать любой материал. Можно обычную кордовую нитку, можно ставить литкор со свинцовым сердечником, без свинцового сердечника, большой роли не имеет. Мне недавно в комментариях делали замечание, что литкор переводится как свинцовый сердечник. Ну типа так. Это материал называется heavy core, здесь нету свинцового сердечника. Но это большой роли не имеет, не прикапывайтесь, я не профессионал. Можно делать также из обычной плетенки, толстой плетенки в диаметре 0,3 и выше. А можно делать с какого-то флюрокарбона, либо жесткой лески. Сегодня я буду делать именно с такой вот жесткой лески. Здесь написано флюрокарбон, но это как бы флюрокарбоновая леска, как бы покрытие. Мне нужен небольшой кусочек, где-то примерно 40 сантиметров. И этот кусочек отрезаем. Почему я использую именно флюрокарбон, жесткий материал? А для того, чтобы снасть не путалась. Тоже хорошо себя показывает литкор. Плетенка не очень, плетенка сильно путается. Берем наш типа флюрокарбон и привязываем вертлюжок. Привяжем обычным узлом, моим любимым узлом клинч. Хотя можно привязать и другим узлом. Сделали такую вот косичку и хвостик проселяем в эту петельку. Когда работаем с леской, узлы лучше смачивать. Здесь флюрокарбон, жесткий материал. Помогаем себе инструментом. Отрезаем хвостик, оставляем несколько миллиметров. Когда леска намокнет, чтобы узелок не развязался. Дальше берем резиновую бусинку и проселяем на лесочку. И перетаскиваем на наш узелок. Чтобы закрыть узелок, эта бусинка будет служить как бы амортизатором и не будет разбиваться узел. Берем нашу кормушку, как я уже говорил, вес кормушки подбираем под условия рыбалки, под удилище. Я буду использовать вес 40 грамм. На том водоеме, где я буду рыбачить, глубина небольшая, где-то 2-2,5 метра и почти нету течения. Подойдет. Если у вас сильное течение, вес кормушки увеличивайте. Также учитывайте, что прикормка, набитая в эту кормушку, это примерно 25-30 грамм, в зависимости от плотности прикормки. Прикормку, конечно, лучше в эту кормушку, в эту снасть использовать липкую, типа пластилинов. То есть любая прикормка с большим количеством кукурузного клея, либо манки, либо горохового клея, вы поняли. Проселяем кормушечку, и мы видим, что бусинка амортизирует все удары. Сверху здесь мы привязываем либо какой-то карабинчик, можно сделать обычную петельку. Давайте ничего не будем выдумывать, сделаем обычную классическую петелечку. Здесь проворачиваем и с помощью иголки перетаскиваем большую петельку в маленькую. Обломал иголку. У меня получился такой вот красивый симпатичный узелок. Отрезаем хвостик. Такая вышла у меня петелька. Убыточная, потому что потерял одну иголку для узлов, для бойлов. Сплошные сегодня убытки. Все, полдела сделано. У нас получилась такая вот заготовка. Скользящая кормушка на такой вот основе. Снизу вертлюжок, дальше резинка, а здесь либо карабинчик, либо обычная петелька. К этой петельке я буду привязывать основную леску. Вот у меня вышла скользящая кормушка. Такая вот основа. Дальше берем крючки. Без рекламы я использую крючки примерно в 4-6 номере для ловли такого небольшого карася. Если рассчитываете на крупного карпа, соответственно увеличиваем крючок. Крючки с толстой проволоки, не тоненькие, потому что при ловле на эту снасть карасики делают сильные такие рывки и могут разъебать крючки. Крючок острый,
хороший крючок и привязываем его на плетенку. Можно использовать вместо плетенки поводочный материал. Я использую плетенку в диаметре 0,16. В этой снасти тоже слишком тонкую плетенку не используем, потому что эта снасть наполовину соска. А для соски лучше, когда небольшая парусность у плетенки. 0,16 отличный вариант. 0,12 нежелательно, потому что будут обрывы. Два поводка здесь короткие. И при хорошей поклевке будет обрыв рыбы. Этого нам не нужно. Привяжем один крючок моим любимым узлом. Здесь делаем такую вот петельку. Пальцами придерживаем. Делаем 4-5 оборотов хвостиком. Очень простой узелок. Делается очень легко, просто и легко запомнить. Пальцами держим узелок. И хвостик проселяем в петельку. Вот так. Теперь снизу подтягиваем. И у нас получился симпатичный узел. Тоже хвостик вплотную не обрезайте. Всегда оставляем несколько миллиметров. Для рыбы это роли не имеет, но зато вы будете полностью уверены, что узелок не развяжется. Длина нижнего поводка, это классический карасевый поводок, 8 сантиметров. Можно сделать и 10 сантиметров. Большой роли не имеет, я буду делать 8 сантиметров. А два дополнительные поводки мы будем делать длиною по 4 сантиметра. В общей сложности у нас должно получиться 3 поводка. 2 по 4 сантиметра и один длиною 8 сантиметров. А сверху делаем обычную петельку на поводке. Будем фиксировать способом петля в петлю. Такая вот петелечка. Берем новую иголку и перетаскиваем большую петельку в маленькую. Мои поводочки уже готовы. Один длинный поводок и два коротких. Берем длинный поводочек, берем нашу заготовку и одеваем поводок способом петля в петлю. Открываем здесь петелечку и проселяем наш крючок. Это нижний поводок, на крючок которого мы будем одевать именно насадку, наживку. Желательно черви, опарыш, ну либо кукурузу. А вот эти два поводка мы будем фиксировать наглухо к кормушке, тоже способом петля в петлю. И эти поводки нам нужны для того, чтобы использовать плавающие насадки. То есть снасть будет наполовину как снасть убийца карася. Вот так. И с обратной стороны, с противоположной, тоже фиксируем второй поводочек. Поводки хорошенько затягиваем, чтобы они не ползали по кормушке, то есть не опускались слишком низко. В результате у нас получилась такая вот интересная снасть. Делается очень легко и быстро, а сейчас я расскажу, как на нее правильно ловить. В первую очередь мы делаем прикормку с большим коэффициентом клейкости, чтобы она очень хорошо держалась здесь в кормушке. Дальше мы берем две плавающие насадки, в моем случае обычный Эво материал, как в народе их называют тапки. Можно использовать обычный пенопласт, также можно использовать кусочек попапа. То есть материал, который хорошо держится на крючке и имеет хорошую плавучесть. А на нижний поводочек мы цепляем насадку. Кукурузу, червяк, опарыш, ну именно то, на что клюет рыба. Прикормку залепили в кормушку и сюда же залепили наши два крючка с плавающими насадками. А тут у нас прикормка. Снасть забросили. Рыбка подходит, начинает обсасывать прикормку, находит червяк либо опарыш и на него клюет. Если же аппетита у рыбы нету, кушать именно насадку рыба не хочет, начинает обсасывать хорошенько прикормку и засасывает крючок вместе с плавающей насадкой. Принцип как на снасти убийца карася, и у нас случается поклевка. Снасть интересная, снасть простая, меня такая снасть не раз выручала на рыбалке. Имеет, конечно, такая снасть и минусы. Очень неудобно забивать прикормку. Когда вы забиваете и залепливаете сюда прикормку, эти крючки часто стрянут в пальцах. Неприятно, но можно привыкнуть, результат того стоит. Использовать такую снасть, когда в берегу очень много травы, камыша, неудобно, потому что случаются у нас зацепы. А так снасть интересная, практичная, удобная. Попробуйте и вы, я уверен, вам это понравится. До встречи в следующих видео. Пробуйте, ловите рыбу. Всем пока!